alemde. Оу. Хм. Так. Что-то надо куда-то зайти. Хм. На. А вот нашел. Дайте мне секунду. Дайте мне секунду. Я не дружу с тех... Хотя нет, я дружу с техникой. Браузер. Да. URL. Опа. Мне кажется, вы видите чат, да? То есть я для этого все это и делал, в принципе. Да. Современные технологии требуют современных умов. Нет, 300 нормально было. Так. Ну давайте поставим чат сюда, типа я чат читаю. В смысле, типа, я же чат так и так читаю. Мне надо сесть вот так. Потому что я буду в маленьком окошке. Блин, вот камера. Надо привыкнуть. Я давно, кажется, стримы не делал. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Тут, ого, сколько людей собралось. Погодите, я не успеваю. Погодите, типа. Вот, Асылхан тоже. Салам, Алан. Что происходит у меня на компе одно видео, через телефон другое? В смысле? В смысле? Одно видео там другое. Погодите. Что такое, где... Юлия Селиванова. А, Юлия, здравствуйте. А я не знал, что ваш ник на YouTube такой. Погодите, что такое где чат? Привет, здравствуйте, всем привет, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Вот, Елена пришла, Сауле. В смысле? Погодите. Да вот, все нормально вроде, я себя вижу. Погодите, давайте проверим. Да вот, все нормально вроде, я себя вижу. Погодите, давайте проверим. Да вот, видите? Все нормально вроде, я себя вижу. Погодите, давайте. Так, сенсей пришла. Да. Всем доброго вечера. Голос эхом отдает? А, так, сначала мы посмотрим это видео здесь с вами в прямом эфире, а потом
Толстовки, это что было? Так это другое, это другое, это и есть блог, который я записал. Да. Короче, кое-кто очень смышленый, умный предложил мне опубликовать это видео до стрима. А я что-то сам не подумал, я опубликовал, смотрю, там 200 человек смотрят. Думаю, погоди, если я сделаю стрим, этих 200 человек не будет на стриме, правильно? Блин, как удобно, оказывается, с чатом, а? Магомед, алейкум ассалам. А, да нет, недавно, сколько? Минут 5 назад началось. Ребята, мы подождем немного, где-то минут 10-15, может, ну, 10 минут, чтобы люди пришли, а потом уже, кстати, начнем просмотр. А, по идее, тут все уже должно работать. Так, я сейчас кое-что попробую сделать. Нет, я исчезаю, да, просто? Хорошо. Хорошо. Я еще не до конца понял, как это все работает. Начать раньше. Я работал, ну, почти 16 часов я на ногах был, не спал. Я пришел, поспал 2 часа и сразу на стрим. Вот, по моим, если глазам видно, сразу на стрим. То есть за последние сутки я спал... Нет, 1,5 суток я спал 2 часа. Поэтому нет, я забыл. То есть я не забыл. Да, я забыл. Я не подумал, мне хотелось спать. Здравствуйте, всем привет. Вадим, да, конечно, без проблем. Э, Так, вы пока пообщайтесь, а я тут пока похимичу сам. Посмотрим, как это все будет работать. Так, так, окей. Мне кажется, вам все видно, да? Да, все видно. Ну, да, скоро получите. Не надо спешить. Так, это будем мы. Это будем мы. В углу прям крошечные. А потом... И это будете вы. Хотя, может, для стрима чат убрать. Хотя нет, оставим. Сделаем вот так. И вот это сделаем вот так. По мере возможности. Так. Опа. Ну вот я знал, что все зависнет. Погодите, я не успеваю за вами. Погодите. Да. Что-то не так. А что будем смотреть? Вы вообще меня слышите, нет? Потому что я вообще не понимаю, что происходит. Опа, вот все. Я вернулся.
Алейкум ассалам. Всем привет. Привет всем ташкентским. Движ, я не знаю, какой движ сейчас будет. Мы просто сидим и ждем людей, пока не соберутся. Мы сидим, мы ждем, пока соберутся люди, чтобы посмотреть блог, который я сделал. Да. Кстати говоря, я хотел вас попросить, чтобы вы э, вышли из стрима, ну, написали всем тем своим знакомым, которые вообще смотрят меня, сказать, сообщить им, чтобы, ну, что я вот делаю прямой эфир, и хорошо было бы заглянуть сюда. Я специально не объявлял время начала стрима, потому что я сам не знал, когда я начну этот стрим. Эм, Вот такие вот дела пока, да. Зачем чат показывать, вот вы пишете, да? Это чтобы вы видели, на какое сообщение я отвечаю. Если я буду просто так отвечать, вы не будете понимать, на какое сообщение я конкретно отвечаю. Вот Ирина, видите, я сказал Ирина, я отвечаю вам. И вы видите, что я отвечаю. То есть все люди видят, что вот Ирина, и все читают вопрос, и... А я на этот вопрос отвечаю. В смысле, в какой записи? Ну да, этот стрим сохранится. В той версии. Ну да, я чат уберу тогда. Я тогда с той версии чат уберу. Но это не проблема. Я родился, вот видите, смотрите. Я прочитал вопрос, но вы не знаете, что за вопрос. Лариса пишет. Лариса, я родился в городе Ош в Кыргызстане. Самочувствие нормально вроде, хотя голос, горло побаливает. Может, музыку послушаем, я не знаю. Погодите, а сколько людей смотрят меня? 177. Было больше. 200 людей. Опа, на 200 людей смотрят. Ам, Ну, а ты поставил лайк на что? Поставил лайк на что? С телефона чат на экране не читаем. Ну, я же вам объяснил, зачем нужен чат. Это чтобы вы видели, на какие конкретно сообщения я отвечаю. Кстати, вот я смотрю вот в эту сторону, да? Я читаю, что вы пишете. Тут будет, соответственно, само видео. Так, 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 так. Хотя опасно песни ставить, потому что, ну, ё-моё. Ну что, ребята, начнем или как? Потому что, ну, прошло 15 минут, грубо говоря, 10. Начнем? Нет, Альфия, мы тут сначала посмотрим все. Когда закончится прямая трансляция.
А может... Просто если сейчас выложить это видео, люди побегут смотреть это видео. А надо будет, чтобы они пришли сюда. А вот как ты хотела, допустим, выложить за час до трансляции, то смысл трансляции теряется, да, как бы, а зачем людям идти на трансляцию, когда они уже посмотрели это видео, да, как бы. Поэтому надо. Начинаем. Константин, и вам привет из Сибири. Угу. 3,5 часа видеоматериала было снято, 3,5 часа. И мне хотелось бы, конечно, все оставить, но, к сожалению, это было бы нечестно, так как нас еще попросили еще не выкладывать все. Погодите. У нас появился... Все вроде. Давайте начнем. Так, отсюда надо убрать чат. Поехали. Кстати, скажите мне, звук нормальный или нет? Всех приветствую, дорогие друзья. Я знаю, вы этого очень долго ждали. Я хочу начать видео с того, что я хочу поблагодарить людей, которые поддерживали меня и поддержали меня. В частности, это Абылхан Байке, и я про него буду говорить в самом видео. Абылхан Байке, который является директором международной туристической компании Complete Service, предоставил мне гостиницу на 3 дня или 4 дня проживания. И вы удивитесь, но когда я зашел в гостиницу первый день, в первую минуту, когда я зашел в свою гостиницу, я увидел там Юлю, познакомился с Юлей из России, и она меня начала благодарить. Я говорю, за что? Она говорит, если бы не ты, я бы не попал на этот концерт. Я говорю, в смысле? Она говорит, я увидела твою рекламу, связалась с Абылханом, он даже не попросил у меня денег, сказал, приезжайте, потом все оплатите. Она так прилетела и потом уже оплатила. И мне так говорили не один раз. Очень многие люди через меня попали на концерт, и я этому очень-очень рад. А также я хочу сказать спасибо Диасу, который тоже, кстати, появится один раз в этом видео, где он будет тыкать в телефон на концерте. И огромнейшее спасибо Анжеле. Анжела – это тот человек, который связал меня с Абылхан Байке. Анжела – это тот человек, который помог мне купить билеты. Анжела – это человек, который пригласил меня на припати. Анжела – это человек, который купил для меня билеты на фан-встречу. Вот такая вот Анжела человек. И, как я уже сказал, она будет в этом блоге, но на фотографии. И на этой фотографии будут дирсы из Алматы. То есть я и буду иногда останавливать, чтобы комментировать. И надо отвечать иногда в чат. Это же все-таки прямой эфир. Да, меня тут два. Юля, и вам привет из города Ош. Здравствуйте, сколько мне? 23 мне лет, 23 года. Да, кстати говоря, пока идет стрим, я вот напишу Анжеле, может она посмотрит этот стрим, было бы интересно. Матинские дирсы, за что им огромное спасибо. Я вас не забыл, я помню, как мы практически полчаса общались, когда уже стемнело, я это все помню. Едем дальше. Когда я попал на припати, я начал знакомиться с людьми, которые, как выясняется, очень-очень давно уже пишут комментарии на моем канале. Это Света у меня играет. Подарок от Людмилы. Людмила Голдин. Она очень-очень давно пишет комментарии на моем канале. Поэтому огромное ей спасибо. И это очень такой прекрасный человек, с которым я, помнится, в какой-то день, я не помню в какой, мы все ушли, и мы с Людмилой остались и еще разговаривали где-то полчаса. Это было до 3 или до 4 утра. По-моему, до 3 утра.
это было. То есть 3 часа ночи, то бишь 3 часа утра, да. Кстати говоря, тут очень много дирсов, и сразу можно заметить тут Аслхана, и где-то тут... Да, я что-то забыл микрофон включить. Почему нет Людмилы в комментариях? И второе, то, что я говорил, тут у нас в чате появился один из героев этого видео, Василий. Василий, приветствую. Нахожусь я. Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь выложит это в интернет. Я его положу туда, где стоит кнопка. И едем дальше. У меня тут такой целый пакетик. Там было очень много шоколадов, кстати говоря. Спасибо за шоколады. Я никогда в жизни столько шоколада не ел. Хотя я обычно не ем шоколады. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Дневник Диерс. Ее написали Юлия Селиванова и Алиса Каплунова. Юлия из Караганды, а Алиса, по-моему, из Санкт-Петербурга. Я помню, как они мне это все подписывали. Вот тут. Алуну на память о встрече. Если коротко, тут очень много стихотворений, которые, чтобы понять контекст, вы должны сначала посмотреть посты в инстаграме Димаша, а потом уже прочитать стихотворение. Вот так это вот круто. Я опять забыл включить микрофон. Мне надо... Я опять забыл включить. Хорошо. В чате... В чате... Она поздоровала всеми. Присутствует Юля, которая является соавтором того, что я показываю сейчас. Сборника стихотворений, скажем так. И вы можете вот от нее узнать информацию и так далее, да. Так, вот звук же есть теперь, нет? Я много кашляю. А во-вторых, кроме Василия, пришел еще один недостающий пазл нашей банды. Это Ирина. Ирина, ну и Татьяна тоже. А где Ирина? Она тут что-то писала. А вот. Ну, едем дальше. А еще я помню, что мне сказали, что все эти картинки, то бишь рисунки, изображения, они были все от руки. Картины же пишут, да? Написаны разными 20, по-моему, артистами. Художниками, а не артистами. Я всегда путаю. Около каждого рисунка есть такой штрих-код, который ведет к инстаграму автора сия произведения, скажем так. Вот такие вот дела. Спасибо, Юля, и спасибо, Алиса. Я вас тоже помню. Ребята, вы же знаете, что я честен всегда с вами. Было столько дирсов, которые фоткались со мной, и каждый раз у каждого дирса я спрашивал имя. И эти имена я уже забыл. Поэтому у меня очень много. Кстати, вот то же самое, только вот очень маленькое. Здесь можно, автограф поставить. У меня очень много подарков. Я помню лица людей, которые мне это все дарили, но имена, к сожалению, не помню. Вкусный шоколад, кстати говоря. Это не реклама. Вы сами знаете, кто из Оренбурга. Ее, кстати, на концерте узнавали люди. Я говорил, вы знаете вот человека, который пишет огромные вот такие текста в моих комментариях? Люди такие, да. Я говорю, вот она стоит, и все такие, серьезно? Это на самом деле было. Можете у нее самой спросить. И я помню на фан-встрече, прям сзади меня сидели люди Дерза, то есть из Караганды. И помню, они мне подарили брелок, где написано «Вы где?» в Караганде. Да, вот это я тоже запомнил. С концерта прошло целых 20 дней, и я с тех пор не использовал эту ложку, хотя она мне очень понравилась. И это подарок от Ирины. Я все помню. Еще была матрешка, но моей маме настолько понравилась эта матрешка, что она забрала и уже как декорацию поставила у себя в комнате. Вот такие вот дела. Матрешку я, к сожалению, показать не смогу. Но спасибо. Окей, последнее перед началом видео. Я скажу,
что когда я все посмотрел, сколько видео я снял, все это длилось более 3,5 часов. Представляете, сколько я снял? Но нас попросили не выкладывать больше 1 минуты песни, и поэтому я сокращал все максимально, насколько это возможно. И, кусков там очень много. Поэтому видео будет длиться где-то час, а не 3,5 часа. Это было бы странно, если бы блог длился 3,5 часа. По-моему, даже час для блога это очень много. Я снимал все это ради тех дерзцев, которые не смогли попасть, к сожалению, на концерт. Вот, подождите, нет. Сергей Конорев пишет, может, больше о Димаше? Ну, смотрите, мы посмотрели только 6 минут, а остальные 50 минут там только про Димаша. Поэтому... Что вы хотите? А, еще Виктория, привет. Я увидел, что у нас, то есть меня смотрят 237 человек. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат. Я буду отвечать на сообщения время от времени. Едем дальше. И давайте начнем. 21 сентября 2022 года я приземлился в городе Алмата и остановился в вот этой вот гостинице, которая называется «Казахстан». А уже на следующий день, перед тем, как пойти на припати, мы решили немного прогуляться. И вы спросите, кто такие мы? Мы — это Мануэлита, Диас, которая прилетела из Парагвая, с которой я приехал из аэропорта. Далее стою я, после меня стоит Юля из России, а также Василий, тоже из России. После прогулки мы решили выйти на канатную дорогу, и вот такой вид открывается на этой канатной дороге на город Алматы. Очень красиво, не правда ли? О, да, тут было красиво. Добрый день, друзья. Как и вы просили, апдейт. Сейчас мы с дерзцами, вот Василий, Юлия и Мануэлита. Мы вышли в Коктобе, я так понял, называется. Вот Коктобе. И тут, оказывается, вот такой красивый вид на город. Вот. Да, пока что на этом все. Через несколько часов пойдем на припати. Ну а по дороге на припати навигатор нашего таксиста ошибся, и мы попали сюда. Это задняя сторона гольф-клуба. Say hi. Но все же мы сумели найти вход. Сейчас почти 5 вечера, и мы находимся в гольф-клубе на припати. Вот. Люди собираются, кушают, вот. А я тут сижу, сам кушаю. Кстати, мне вот это не понравилось. Смотрю на людей, очень интересно. Пока на этом, в принципе, все, наверное. Мне кажется, я тут кого-то еще увидел из блогеров. Там, по-моему. Да. Вот он прошел. Надо пойти поздороваться. Ну, я покушаю, потом пойду поздороваюсь. Я вообще не знаю, кто эта девушка. Я не знаю, почему она помахала на камере. Вопрос про матрешку я тебе потом отвечу, Ирина. И Альфия. Мне, кстати, так и никто не ответил, а где Людмила? А, кстати говоря, вот они сидят. Это Альфия, но с ней я поздоровался уже попозже. Андрей Медведев? Я не знаю, кто такой. В смысле все девушки? Меня знают. В смысле мимо Иры пролетали? Вы опять что-то тут мутите, я как бы не понимаю, что почему.
примерно в этот момент начали объявлять дерсов и из каких они стран. И это продолжалось, по-моему, целый час. Светлана Мачевская пришла. Ирина зашла с другого аккаунта, я так понял. Швеция! Димаш! Ну, там американский флаг. Димаш! Потом пришли Светлана и Мансур, мама и младший братишка Димаша. Она дала дерсам короткую речь, и после они ушли. Правда, сначала с ней очень много людей пофоткалось. И, кого же мы тут видим? Директор международной туристической компании. Это Абылхан Сарсимбаев, но я зову его Абылхан Байке, благодаря которому многие дирсы сумели попасть на концерт, так же, как и я. Он мне помог заселиться в отеле «Казахстан», за что я ему сильно-пресильно признателен. Вот так примерно выглядела вечерняя атмосфера. Я, оказывается, его фамилию не знал, Медведев, но я знал, что его зовут Андрей. Я потом пошел и поговорил, пообщался с Андреем. Мы потом решили, что попозже как-нибудь сделаем прямой эфир вместе с Андреем. Ну, просто я не знал, что его фамилия Медведев. Извиняюсь за это. Оказывается, я снимал мимо Ирины, прошел, я, кажется, не заметил. Кстати, вот тут я должен был добавить в свою фотку с Мансуром, но почему-то голова я не добавил. Я же с ним фоткался, потом что-то я забыл этот момент. Хотя, наверное... Нет, я забыл это. Байке. Благодаря сумели помог заселиться. Сильно-пресильно признателен. Вот так примерно выглядела вечерняя атмосфера на Припяти. Значит так, ребята, надеюсь, все слышно. Я наконец-то нашел нормальное освещение, чтобы меня было видно. Я же темновато немного. Там происходит концерт, кто-то поет на каком-то языке, звучит как итальянский, испанский, наверное. Сейчас сколько? 7 вечера, по-моему. Полчаса назад или час назад пришла мама Димаша, а также братишка Димаша. С мамой я не смог сфотографироваться, к сожалению, но с братишкой сфотографировался. Да. Вот такой вот апдейт, обновление информации, скажем так. Я сижу примерно вон там и решил подойти сюда, чтобы сделать вот такой вот видео. Я не забываю про вас, рисов, которые не попали на концерт. Все это я делаю для вас. И передаю всем вам привет. Едем дальше. Когда я сказал, я сижу примерно вон там, примерно тут. Я сидел вот здесь. Здесь снова же Мануэлита, Татьяна, Альфия и Людмила. Позже уже присоединились Ирина и Василий. Да, фоток было очень много. После вот этого апдейта было очень много конкурсов, где люди очень много танцевали. Потом начала выступать группа Mezzo, и они спели песню Adagio на итальянском. Кстати, они очень хорошо поют. Я этого не сказал на видео. Гармония, да, называется, хорошая. После этого выступления я пошел к алматинским Дирс и разговаривал с ними полчаса. Там также была и Анжела. Как я уже говорил в начале видео, она мне очень
сильно помогла. А вот и фото с алматинскими Диерс, не со всеми, конечно. И именно их нужно благодарить, потому что они организовали это припати. Кстати, я должен отметить, что именно они пригласили меня на это припати. Изначально я не собирался туда идти, поэтому огромное им спасибо. После мы начали собираться и потихоньку уходить. Правда, пока я ждал такси, меня снова узнали и попросили дать автограф, чему я был сильно-сильно удивлен. Но я сделал это с радостью. От Алана, кстати, у вас шикарный английский. Вы знаете, мои Спасибо. уши отдыхают на вашем английском. Обычно... Ну да, я продолжал удивляться снова и снова. И куда, вы думаете, мы поехали? Спать? Домой? Нет, мы поехали в караоке. Но я тут решил убавить звук, потому что пели мы, конечно, не очень. Мы тут сидели, не знаю, 2-3 часа. В итоге, короче, в этот день мы пошли спать в 4 или 5 утра. Вот это я помню. Так, значит, это вот мы дорогу перешли, вроде стадион там, вроде как, ну там людей очень много, если вы видите, прям нереальное количество. Вот Вячеслав из Кореи, вот Василий из России, из Москвы. Ребята, я зашел внутрь, тут пока народ собирается, уже 5 вечера. Вот тут уже вот такая очередь стоит. У меня вот 154 очередь, на руках прям написали. Это браслет дается розовый тем, кто в суперфан-зону заходит. Я так понял, эти люди все в суперфан-зону. Да, вот такие вот дела. Пока вот, ну, людей много, просто вход есть, я так понял, по всему периметру этого стадиона, поэтому вот у каждого входа вот такая толпа стоит большая. Для контекста, я никогда не был на концертах, поэтому я вообще не знаю, как это все работает. Я вообще первый раз в жизни в таком стадионе, на таком стадионе. И к нам, оказывается, нас уже 20 человек. Всех приветствую, абсолютно всех. Не стесняйтесь писать в чат. У нас в чате очень много дружелюбных людей. Аслхан, да, конечно, давайте. Кстати, тут в чате Аслхан, он говорит, что он уходит. Ну, как всегда, пришел, ушел сразу. У каждого входа вот такая толпа стоит большая. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы стоим у входа. Сейчас нас начнут запускать. Это подписчики мои, самые Один первый, да. Да. И они из Мы всегда в него клуба. верили, всегда нам очень нравится, как он озвучивает, да. Анжелика с Осетии, Кавказ. Да. Я с Карелии, север России. И очень рада, очень познакомиться с вами. Спасибо. Вы теперь окажетесь у меня на видео, и вы станете популярными тоже, надеюсь. Не дай бог. Все, вот такие Мы вот вчера дела. ночью видели генеральный дракон. У нас гостиница. прямо там, с 7-го Что этажа, значит вид генеральный? он всю ночь репетировал. Да? Серьезно. И нам видно весь стадион с Я нашего ее окна. отгоняла, чтобы она не портила. Вы доверились случайно? Нет. Ребята, мы зашли. Вот сцена, суперфан-зона, там остальная зона. Я решил прогуляться и угадайте, кого я встретил. Ребята, здравствуйте, я встретился с Расулом, с музыкантом. Можете пожелать? Здравствуйте. Ну все, Всем хорошего концерта, давайте, удачи всем. Спасибо большое. Ребята, вот все для вас стараюсь. Смотрите, как тут все. Если честно, я не решил прогуляться, потому что на тот момент мы уже где-то час стояли, да? Я решил просто найти уборную. И вот как получилось. Вон оттуда люди заходят. Тут, получается, передние трибуны, это верхние трибуны. А вот сюда запускают суперфан-зону. О, а вот Вячеслав из Кореи. Я заметил, Он в фан-зоне, к сожалению. Но зато тоже близко, в принципе. что когда я называю кого-то по имени, я сразу говорю, откуда этот человек. Да. Я уже 2 раза сказал, Вячеслав из Кореи. Я проспал. Кстати, Вячеслав, если вы это смотрите, привет вам.
Знаете, как мы фоткали? На и огромнейшее спасибо Василию, потому что он постоянно нас фоткал и снимал на видео. Большое ему спасибо. Нужно сказать, что иногда Альфия тоже этим занималась. Я предложил Альфие должность секретаря на бесплатной основе, но она, к сожалению, отказалась. Да, да. Да, сам концерт будет. Всегда, пожалуйста. Подписывай. Спасибо большое, спасибо. Со всеми подписчиками фотографируйтесь. Можно? Сам концерт Да, будет, конечно. только Да, вот. конечно, да. Начинается концерт, вы не видите разве? Вот. Мы стоим. Куда смотрим? А кто будет? Вот. Я, главное, пожалуйста, Чиз! Ругаемся, с таким мальчиком стоите. А вы, кстати, моложе выглядите на самом деле. А как вы сколько думаете мне лет? Нет, вы вот видео старше выглядите, а вот так смотришь намного моложе. Видео вы, конечно, старше. А, 23 мне? А вы еще потом? А? С моей сестрой? Конечно. Спасибо. Хорошо, вам спасибо. Я даже забыла, о чем мы тут говорили. А, давайте, да, чуть-чуть отойдем. Ну, Альфея, как всегда, что-то не нравится. Я вот заметил лица людей, типа, они смотрят, типа, что происходит? Фотогеничный, почему нет? Спасибо вам тоже. Надоедать не будете? Нет, почему нет? Мне приятно очень. Интересно вы ведете. Мне нравятся все приколы ваши. Спасибо. Спасибо. Сейчас вы полчасика подождите, я Светлана позвал, он сюда придет. Да вы чё? Да. Я его буду выцеловать. Хорошо. Погуляю пока. Хорошо. Вот Альфию узнали сегодня. Меня вчера узнали. Вот. Даже минимум в аватарке, максимум а все баркоды все стоят. Видите, все уходы, авторы этих Это рисунков. инстаграмы их. Да, это Ну, из кое есть. инстаграма. 20 штук. Очень ценно они представляете, вот Хорошо, это все нарисовано. хорошо вы Просто, мне чтобы это знали. сказали. Подписали не только меня, подписали еще Василию и Альфие. А он на фоне Саули стоит с телефоном. Я так говорю, как будто вы всех знаете. Бибер, в смысле, Джастин Бибер. Ребята там что-то говорят, но важно то, что вот я Асылхана встретил, вот он стоит, фоткается с Альфией. Вот он Вы их пошел все знаете. переводить. Мы, кстати, все одной кучкой стояли. Почти все. Ирина туда ушла. Правда, она сейчас придет. То там даже мануалиты ходят. Видите? Нашей страны. Поэтому давайте проявлять уважение, проявлять мощнейшую поддержку. А вот и недостающий пазл нашей банды. Ирина. Нашей великой стране. Сейчас под ваши бурные аплодисменты выйдет еще один самородок. Елизавета, здравствуйте. Да, тут, мне кажется, многие скажут себе, опа же, это же я. Дирс, вы самые Эсеке, лучшие, рахмет, поверьте. А вот начало его концерта с песней Golden. Нет, я был с правой стороны сцены. Вот это мощно было, я сказал на фоне. Мне здесь пошли мурашки, покажу. Так закончилась первая песня. Первое выступление.
вы спустились. То есть первой песней была песня Golden. Потом, по-моему, Димаш ушел переодеваться, насколько я понял. И вышла вот эта девушка, которая танцевала очень-очень элегантно. И пока вы будете смотреть, как она танцует, я объясню вам, почему я сильно урезаю эти видео. На концерте, вообще, организаторы этого концерта, то есть представители Димаша, попросили всех дерсов не выкладывать на YouTube больше 1 минуты видео. Поэтому я стараюсь не выкладывать все песни подряд. Это было бы нечестно. Поэтому я буду показывать вам лучшие моменты, по моему мнению. Мне кажется, уже все видели его выступление с песней «Олимпика». Просто это с моей точки зрения. Кстати, танцоры были крутыми. И как сказал Василий... Аве Мария так начинается. Аве Мария так начинается. Валентина, здравствуйте. Хамлети, я рад. Фан-зона — это хорошая зона. Я только сюда и буду ходить. Фан-зон, если таки буду. Так, погодите. Нас, оказывается, ну сколько? 394. Нас 400 человек. Впервые в жизни такое бывает, что 400 человек смотрят. Для всех тех, кто только что пришел сюда, это мой блог, который я снял, когда я пошел на концерт Димаша. Во-первых. Во-вторых, приветствую опять-таки всех, кто даже не пишет в чате, но я знаю, что вы смотрите. Доброго вечера. А также я хочу сказать, что на видео, оказывается, получилось очень таким стабильным. Я помню, что я пожертвовал половину своего времени, снимая все это, потому что я помню, как мне было тяжело стоять и снимать, а половину времени, хочешь не хочешь, я наслаждался просто концертом, да. Но вот такие дела. Ну, сейчас я буду знать, что надо чуть меньше снимать. Алиса, здравствуйте. Людмила Золотова, здравствуйте. Звукач что-то намудрил. Реверберация была слишком долгой, мне кажется. Знаю. Я думаю, блин, что-то знакомая песня. Я чуть в обморок не упал в этом моменте. Ну как? Не лиз меня просто... Мурашки были сильные, короче.
Я буду подпевать даже. Видите, как он в стиле R&B спел? Наталья, я не знаю. Кузнецова. Это не Ауру. Ну, когда как. Вот тут он говорит, Алемде, пусть во всем мире будет мир. Атмосфера непередаваемая, да, я тут согласен с вами. Вот тут я не понял, что он сказал. Это не я. Я даже не пытался. А вот тут, насколько я понял, братишка Димаша, Мансур, сочинил какую-то музыку. Я не знаю, кто написал текст песни, но текст песни был, и Димаш спел музыку своего братишки, получается. Если присмотреться, Абул Мансур играет на пианино сзади. Виктория Старожук пишет: Алан, огромное вам спасибо за обзор, также за проделанную вами работу. Я не была на концерте, смотрю с удовольствием. Да, Виктория, все это делалось именно для вас, для таких как вы, для девушек, которые, к сожалению, не смогли попасть на концерт. Так, Марина Андреевич, тут я знаю Марину. Это вторая мама Альфии, насколько я знаю. Вот Татьяна Щетникова пришла. Здравствуйте. Или Щетникова. Я не умею произносить В следующий раз попадете, Сания. Рассел, привет. Паулина, здравствуйте. Сауле, ну, средняя песня, скажем так. Перерывчик маленький. Вот, такие. А, вы изначально тут? Ну, хорошо. Хотя бы привет написали.
Кстати, а потом была песня «Дурдарас». Казахский, он сам написал, да? Сам написал. Люблю Дайди Дау песню. Обожаю просто эту песню. В детстве, по-моему, есть, спасибо. Анвар, здравствуйте. Инна. Добрый вечер. Наталья, когда-нибудь попадете? Я, кстати, что заметил, во многих концертах Димаша Касса после песни «Дайди Дау» всегда, садится на колени и как бы кланяется людям. Тут тоже он это, кстати, сделал. Но сенсей — это и есть учитель. Можно и мама сказать. Валентина. Здравствуйте. А вы были на концерте? Сколько тут одинаковых имен, да? Пойти за Шопан. Все когда-то бывает впервые. Ди Кришена, наверное, это было. Еще раз. А, нет. Я слышал 22 тысячи, но не 35. Мавлюда, всегда рад помочь. Говорят, 22 тысячи было. Может мне кто-нибудь в чате объяснить, почему он делает всегда вот так? Именно только после песни «Дайди Дау». Я помню, в Бастау, да, концерт был у него. И первый раз я когда увидел, как он это делает. Потом где-то еще на каком-то концерте я это видел. И вот третий раз уже вижу. Смотрите. Ирина Ким, спасибо. Қазақ қырғыз бір туған ет құрметті ағайын, біздің Қырғызстаннан келген бауырларымыз сонау төрткүл әлемді мойындатып келе жатырған талантты бауырларымыз сіздерге өнер көрсететін болады. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Рахмет үлкен. Вот я что-то налажал немного. Там кричит «Дурдарас», и тут «Махаббат Бермаган» выходит песня. Людмила пришла. Здравствуйте, Людмила. А тут пишут в чате. Так, погодите. Хоть мы ждем официальную версию концерта, которая наверняка будет супер профессионально сделана, но такие эмоции можно почувствовать только на фанкаме. Ну, я бы сказал, частично почувствовать, да, но я вот сколько концертов смотрел через YouTube, и когда я сам был на концерте, когда я все это снимал,
Это совсем другие, это небо и земля. Такое вообще никак не передашь. Вообще никак. Надо быть там, оказывается. Надо быть. Так, Димаш весь в черном похож на брата Ночного Дозора. Да, кстати, эти хорошие стилисты. Защищать стену. Атмосфера передана на 1000%. Да, ну, я постарался. Батиза, ну не все потеряно. Я же тоже сколько на концерт. Сколько ждал концерт. Хотя, если сколько я же, 2 года ждал. Ну, дождался. Экпен, да? Экпен. Екпен. Спасибо. Төлентаев. Сложно имя прочесть. Большой труд, творческих удач, спасибо. Так. Inara, hi. I'm glad you have joined us in our today's stream. I feel like I forgot English, how to speak English. I talked English so much last week or so. This video will be on YouTube, and hopefully it will have Russian English subtitles, so you can understand. If it won't have, I'll do subtitles later. So if you want to see this video in English, I will do it maybe tomorrow or the day after tomorrow. And Инара пишет, Дирсы сказали, Dears told about Dimash in every restaurant, in every taxi in Almaty. Restaurant. Она говорит, Дирсы говорили о Димаше в каждом ресторане, в каждом такси в Алматы. Вот. Он говорил, что мечтает, чтобы его Зайдида во всем мире узнавали. Благодарен, что зал ему подпевает. Ну, теперь я его понимаю. Валентина. Погодите. Валентина Кузнецова, здравствуйте. И вам привет. Но из Кыргызстана. Теперь у нас в чате 2 человека из Израиля, насколько я понял. Так. $35 000 зрителей, это очень много. Угу. Атмосфера стадиона дружественная, как всегда. Алга, Димаш, Алга, Алан. Спасибо огромное всем. Я уже произношу свои... Алан, как все другие. Алан. Спасибо огромное, Алан. Жду полный концерт Димаша. Берегите себя и своих близких, родные мои. Спасибо вам за ваши пожелания. Желаю вам того же. А вы что хотите? Ой, не травите душу, моя мечта попасть на концерт Димаша. Не знаю, когда это может для меня случиться, пока только мечта. Ну, Наталья. Мечтать не вредно, как говорят. Мечтать не вредно. И когда говорят бесполезно, это не так. Это полезно. Алан, это фишка, как у Меркьюри прогиб. Фредди Меркьюри? Я не смотрел его живые выступления, поэтому не знаю. Алан, ты из какой страны? Тут спрашивает Хамлети. Я из Кыргызстана, город Ош. Да, немного послушаем, с чатом пообщаюсь немного, да? А то вы пишете, а я как будто бы просто так это все делаю. Это незабываемое ощущение. Я с вами согласен, Женя. Алан, большое спасибо за праздник. Когда меня благодарят, я уже даже не знаю, что говорить. Наверное, всегда пожалуйста. Спасибо, Сауле, что переводили мне на концерте. Тут пишут, смотрите. Сергей, это предложение про... Сергей. Тоже прогиб знатно, ага. Он мечтал, чтобы фанаты пели вместе с ним на казахском языке, сдайте, да, талисман. Думаю, так и поклоняются. Ну, теперь все понятно. Ну, Елизавета, знаете, как говорят, если это смотрят какие-нибудь таксисты, без обид, хотя бы как минимум 3-4 из 10 таксистов скажут, что у них есть свой бизнес, а они таксуют просто чисто так для души. Едем дальше. Соуса он всегда по-другому поет, всегда.
Кстати, вот рядом стоит супруга Асылхана. Сзади. Ну вот тут, конечно, уже пошли понты, потому что я даже не знаю, на скольких инструментах он там сыграл, но это было очень-очень круто. Людмила, да, вы замечали, что Бас-гитара? он много использовал R&B во многих своих песнях? О, Мавлюда из Токмака, оказывается. Город Туркестан. Тут кто-то близнецы двоюродные. Короче, я так понял, все являются родственниками друг друга. Являются. Это уже понты на фоне. Это мы со Асылханом обсуждаем, что он делает. Знаете, вот бывает, человек играет на каком-то инструменте, потом устройство записывает то, что он сыграл, повторяет это снова и снова. Потом он идет и играет дальше на других инструментах. И так в итоге он играет на 4-5 инструментах, и получается музыка. Мы думали, что он делает то же самое. Если бы я сказал, что этот мини-клип, но очень хорошо снятый, является началом одной песни, вы бы мне никогда не поверили. Это было, кстати, очень мощно и эпично. Это очень мощно снято. Смотрите. Они сейчас будут с двух сторон экрана, смотрите. О. И тогда я понял, что это будет строй. Спасибо. О, у меня опять мурашки пошли по коже. Альтаир, ну... Это понятно, что... Это Стрэнджер. Первый раз. Нифига себе. Это третий раз будет, когда он спел ее.
настолько... Хорошо, давайте я вам объясню. В своей реакции я сказал, что я никогда не слышал, чтобы он так пел. А потом я посмотрел свое видео, оказывается, он тут поет так же. Я был настолько удивлен тем, какой хороший у него артистизм. Я просто смотрел, ну, то, что он вот это делает, вытворяет. Я был просто в шоке. Я даже забыл, что он... Я даже не слышал, что он пел. А вот сейчас теперь слушаю и удивляюсь, как я мог такое не услышать. В смысле прямой эфир с паузами? Ну, иногда общаюсь с чатом. Иногда. А еще был вот такой шедевр, который никто не ожидал. Опа-на. Я извиняюсь, если вы думаете, что это все, нет, это не все. Это трио. А вот, нет, квартет. Да, он пел квартетом, с самим собой. Это не Ярус. Поздняя осень. Да, надо было. Я извиняюсь, если кому-то не отвечаю. Очень много сообщений. Я читаю по возможности. Да, когда я сказал понты, это... Я не имел в виду, типа, он понтуется ради понтов. Ну, надо же показать, на что человек способен вообще. Нормально. Вот. Я помню, что одна женщина прям выбежала за эти решетки и прям фотографировалась с ним, делала селфи, либо снимала на видео, когда он пел. Это было очень круто. Надо быть, оказывается, очень шустрым. В какой-то момент почти все потеряли Димаша, хотя он пел. Даже камерамены ходили и искали его. Ну и наверняка вы сами знаете, как Димаш прощается на своих концертах. Альфия, да, я все помню. Мне просто нужно научиться точнее выражать свои мысли. Я вот так и не понял, на что он там вышел, поднялся. Какой-то... Он сзади барабанщика стоит, смотрите. Я заметил, что он после каждого концерта, ну, всех объявляет, никто не играл. На каждом инструменте. Осталось только, честно говоря, вот всех объявляет, ну, показывает, типа, вот такой-то, такой-то играл на таком-то. И импровизирует вместе. Смотрите, вот как здесь. Акустика, конечно, ну, говорят, что в Алмате, в Астане акустика была намного лучше. Не знаю, ну, телефон этот весь кайф этого звука не передает, конечно. Что-то зависаю я, нет?
Потом мне рассказали, что люди собирали блестки, а также строились в очередь, чтобы сфотографироваться с этой одеждой. А потом внезапно он исчез. Всем привет, друзья. Тут темно, я еле-еле нашел хороший свет. Я делаю вверх, чтобы не было вот так. Мы вышли из концерта. Юля. Я приду домой и все по полочкам расскажу вам, что, как. Если коротко, это невероятно. Если у него будет концерт где-то еще поблизости, ну, относительно поблизости, обязательно поеду, потому что это что-то с чем-то. И я снял кучу материала. Почему я так? Я снял кучу материала, у меня телефон почти заполнился, он был почти свободный. Я снял очень много чего, но нас попросили, команда Димаш попросили, чтобы мы не выкладывали больше 1 минуты, поэтому я буду, одну песню максимум 30 секунд выкладывать, поэтому попросили, да. И да, я покажу там некоторые крутые моменты, это было вау. На этом все, мы должны ехать куда-то, непонятно куда. Это вот мы здесь. Хорошая пауза получилась. Вот Шеримерк спрашивает, это конец концерта? Ну, концерт длился почти 4 часа. Я сказал вам, что я снял на 3,5 часа контента. И я бы мог все выложить, но нас попросили этого не делать, поэтому я этого не сделал. Я это сказал как и в начале видео, как и 10 секунд назад. Мне нужно отойти на несколько минут, а вы пока без меня тут все посмотрите. Непонятно куда. Это вот мы здесь собрались, все познакомились и сидим, вот отдыхаем. Кстати, наш Василий, мы его никуда не потеряли. Вот все сидят. Да, там. Ребята, я извиняюсь за свой внешний вид. Значит так, мы вышли из концерта где-то в 12... Я точное время знаю, в 12:13, потому что предыдущее видео я записывал в 12:13. Ну, где я говорю, что мы вышли из концерта. И с тех пор мы сидели вот в этой кафе, ресторан, может быть, который находится прямо у нашей гостиницы, да. Очень хочется спать, но мы там сидим, нас сидит Ирина, Альфия, Василий и я. Вот мы остались, мы до сих пор сидим, впечатлениями делимся. Спать хотим, но в то же время хотим вот поговорить о том, что было. Эмоции, конечно, до сих пор бушуют, вы не поверите. Но вот такие вот дела. Я не знаю, что мы будем дальше делать, но сегодня, 24 числа, вечером, в 9, будет фан-встреча. У меня есть подарок Димашу, лично от моего отца. Мой отец является автором учебников по английскому языку. Он писал эту книгу, не боюсь сказать, лет 10-12 он писал эту книгу, он вложил в эту книгу, в этот учебник свою душу, поэтому, да, систему все он сам разрабатывал, поэтому я обязан подарить ему эти книги. Добрый день, друзья! Значит, сейчас 6 вечера, и мы едем на Ледовую арену, на, получается, фан-встречу с Димашем. Я со своим новым другом Василием. Всем привет! Вот, и да, посмотрим, что будет. Сама фан-встреча начнется в 9, но мы почему-то всегда приходим на 3 часа раньше, как и вчера на концерт мы пришли на 3 часа раньше. Ну, почему бы нет? Там будет очень много дерсов, и мы с ними там будем, наверное, делиться своими вчерашними впечатлениями. Хотя сегодня мы сидели до 7 утра, и такое бывает. Попозже сообщу другие новости. Ребята, я вам что скажу? Так, ну, со стримом, кстати, все понятно. Если у кого картинка виснет, я тут посмотрел, все как положено. Правда, минуту назад где-то я виснул, да. Но только я, а не видео. Скажу, оказывается, тут совсем не дирсы были, а... Ну, Димашу лично не удалось, но, в принципе, как подарок отдать удалось, да. Оказывается, тут совсем не дирсы были, а люди с какого-то форума выходили, поэтому сейчас непонятно, кто из дирс, а кто из форума. Но вход нам сказали, что вот тут. Ну все же, да. Пришел час, по-моему.
Там были репортеры канала «Казахстан». Василий подошел к ним, сказал про меня, и они сразу начали брать у меня интервью. И вот кусочек из этого интервью. Пока мы не пришли к интервью, когда я говорил про Василия, я снимал Василия. Если вы видите, там Ирина с Альфия, как всегда, кушают. Канала «Казахстан». Василий подошел к ним, сказал про меня, хотя нет, я соврал, они просто пили кофе. И они сразу начали брать у меня интервью. И вот кусочек из этого интервью. Сухроб Қырғызстаннан арнайы келгеннен Сухробты мына әлеуметтік желідегі YouTube желісіндегі азаматтар жақсы таниды деп ойлаймын. Өйткені Сухроб мынау Алан АА деп аталатын YouTube каналының авторы. Ал бұл каналдың не ерекшелігі бар десеңіз, мынау біздің Димаш өнер көрсеткенде оның әндерін тыңдап, әлемнің әр... Вон там начало очереди, то есть конец очереди, или начало, не знаю. А вот там, вот, и начало или конец, я даже запутался, как правильно это говорить. Вот. Это говорить. Вот. И все мы должны зайти вот сюда. Я опять забыл про звук. Окей, тут кое-кто спрашивал про... Ладно. Погодите, сейчас найду. Так. Да, я Сухроб Хамидович, да. Погодите. Чтобы узнать о книге или об отце, или как взять книги, вам нужно написать мне. Мой номер, в принципе, уже всем известен. Или мне в Инстаграм можете просто написать. А тут в чате спрашивают, это очередь на встречу. Да, это вот такая длинная очередь была. Когда мы пришли, примерно подошли сюда, мы поняли, что мы просто стояли все стояли друг за другом просто и не заметили, что вон там тоже было открыто, и мы зашли оттуда. Просто все почему-то заходили через эти два, хотя можно было и через остальные входы тоже, через вот эти. И все мы должны зайти вот сюда. Ребята, я вот тут зашел, и вот тут вот такое место. Называется фан-встреча. Я думал, будет человек 500. Нет, тут больше, намного больше. Люди только заходят. Вот я сел. Первый партер, по-моему. Не знаю. И вот столько людей тут собралось на фан. Партер звучит. Большое спасибо Анжеле, потому что она мне помогла купить этот билет. Точнее, она купила мне этот билет. Но потом, в смысле, заранее купила для меня, потом я уже расплатился. Ну, как имя, Фио. Так, погодите. Слышите, как впереди люди кричат: «О май гад, браво!» Тут очень много иностранцев впереди меня сидело. Так, у вас Инстаграма нет? Ну, напишите мне, я не знаю, на WhatsApp. Так, погодите. Секунду. Я извиняюсь. Вот это вот мой номер, по-моему, да. Давайте закреплю. Это мой WhatsApp. Можете туда написать. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын! Үлкен рахмет келгендеріңізге. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Я помню, да. Сақтансыз да көріспегенде қайттан амансыз ғой. Иә. Ассалаумағалейкум. Эфир үшін. Сонымен құрметті достармен кездесу. Димаш Құдайберген! Я максимально сильно напрягал свой мозг, чтобы понять, что там говорится, и
Я, честно, мало что понимал. Некоторые слова только я понимал. И примерно о чем идет речь. Практически всю фан-встречу он говорил на казахском, поэтому мало что было понятно. Но самое интересное будет сейчас. Опять я звук забыл. Блин. Значит, что было? Я сижу, и этот ведущий, кстати, один из них КВНщик, насколько я знаю, задает вопрос, мол, ты смотришь реакции? Потом я даже забыл, какой у него был ответ на этот вопрос. И потом, сейчас прикольно поставят реакции. А потом, я не знаю почему, но они выбрали именно мои реакции, где я делаю реакцию на реакцию, понимаете? Я был в шоке, я встал, вот так, ухватился за голову и сказал, блин, это же я. Ну, конечно, я сказал матом, и я сказал, близ сидящим людям, надо бы это заснять. А потом подумал, так никто же не знает, типа, в моем ряду, как минимум, никто же не знает, что, типа, это я и это я. И поэтому достал телефон и начал снимать, как получилось. Ну, не сначала иметь в виду, да? Вот мой второй. Это много просмотров на этой реакции, да. 1200, наверное. Хотя по моему лицу не скажешь, что я взволнован или восхищен. На фан-встрече сказал, что смотрел, значит, я вот не помню, у меня... Алейкум ассалам, Алексей. И Татьяна пишет, нет, Димаш не смотрит. Хотя эту реакцию я тоже переводил, почему-то они не взяли. Эта реакция тоже у меня есть в переводе. А вот этот чувак уже нет, конечно. Хотя я ему написал. Мне интересно, что тут он сказал этому чуваку. Вот тут. That's a D. Ну да, D. Си, ну да, Си это дома. Вот эта реакция у меня тоже есть в переводе. Какой случай для ведущих? Запись прямого эфира останется. Елизавета, да. Ну, все свои кричали, что это я. Ну смотрите, вот это я не замечал. Они мое имя заблюрили. Я не знаю зачем, ну, как бы и так понятно, что это. Ну там, видите, Алан Ааш там написано, вот заблюрили. Блин, а этого я раньше не замечал, оказывается. Погодите, а на первых что? А на первых вообще, оказывается, нету. Или они тоже там заблюрили? Странно. То есть прорекламировать они меня не хотели, хотя это было бесплатно. Ну типа, да, тут тоже заблюрили. Чего им, что сложно человека поддержать, что ли? Я только что заметил, что теперь у меня настроение испортилось. Ладно. Да, потом я встал, помахал рукой, меня вроде увидели, вроде не увидели, не знаю. Надо, оказывается, было все же орать во весь голос, типа это я здесь, Алексей, и все такое. Ну, не судьба, значит. А вот здесь вот они очень долго, но очень круто играли на домбре.
были вопросы от Дерсов и ответы от Димаша. И один Дерс попросил Димаша спеть. Вот, что он спел. Я, кстати, не знаю, он откуда-то взял это. Это раньше было им спето. Это репертуар его или что такое? Что это за песня? Эргали, я вас не понимаю. На казахском, пожалуйста, не пишите, потому что я не понимаю. А, народная. Бирбала. А, один мальчик. Если говорить про авторские права, то смотрите, вот я делаю реакцию, да? Видео, которое я использую, не принадлежит мне. Потом следующий человек, который делает реакцию, оригинальный реакционер, да? У него тоже нет прав использовать то видео. И только у Димаша есть права, или у шоу, в котором он снимался, есть права использовать это видео. Поэтому те видео принадлежат ни мне, ни оригинальному реакционеру, понимаете? Если идти так далеко. А мы все должны делиться так. Добрый день, дорогие друзья. Вот, вчера была фан-встреча, сегодня уже 25 число. И я выложил на YouTube. Наверное, многие не поняли, что как, но Димаш. Интервью, да, мне вопросы задавали на казахском. Ну, почему-то, может, адреналин у меня сильный был, я понимал то, что он спрашивает, ну, как минимум 70-80%. И был только, условно, если было 10 вопросов, 9 из них я понял, один только не понял, попросил перевести. И, к сожалению, интервью на их канале Казахстан ТВ на YouTube нету. Ему поставили реакции, и как вы думаете, это были мои реакции, это были мои переводы. И он там сидел, я сначала не успел, он там сидел и смотрел на мои реакции, потому что я там в углу, в окошечке был, я там сидел, улыбался. Так, то, что я говорю, не важно. Знаете, что важно? Тут, чуть-чуть осталось, тут хотелось бы чат вывести, погодите. Сауле Астанадир пишет. Алан, про тебя знает музыкант Димаша. Я летела с Эрланом, Алжасом и Расулом, дарила открытку с нашим подарком, и про тебя тоже сказали. Они сказали, знаем, слышали. Вот. Ну, хотя бы знают, да. Где-то мы 3 или 4 раза видео они поставили, и я просто вот так вот голову взял и прям заматерился, типа, что происходит, это же я. Ну, теперь я на 100% знаю, что он видел меня, как минимум. Если даже не знает, ладно, он видел меня и знает теперь, что я вот перевожу. Я, кстати, потом встал даже, рукой помахал, типа, ну, я побоялся почему-то. Меня охватил страх, у меня прям сердце кололось быстро, и я не смог проорать, типа, вот, это я тут, короче. Я потом жалел, сидел я, вот, где-то полчаса сидел и жалел, что вот я не проорал. Ну, получилось, как получилось, как говорится. Когда я пойду уже на следующий концерт, я думаю, да, я там съеду с катушек. Так, кстати, Василий. Вот такие вот дела. Хорошо, не сказал. На этом, думаю, в принципе, этот заканчивается блог. Я не знаю, сколько он продлится. Может, в аэропорту еще сделаю пару видео. А так, я с вами прощаюсь. Кстати говоря, давайте обсудим фотки. Так, алло, остановись, куда ты? А вот там, оказывается, есть фотка с Мансуром. Так, это мы в Нудлсе, мы жили в этом кафе. Это с Припяти, Нудлс, Припяти, концерт. Нудлс, концерт, Припяти. Очень много фотографий с Припяти. Это вот, где это-то? Блин, я смогу приблизить, нет?
Ладно. Если вы заметите, половину времени Альфия что-то жует. Это ее любимое дело, что-то кушать. И Ирина на каждой фотке разная, смотрите. Вот Ирина и вот Ирина. Да, это уже с фан-встреч фотки. Да. 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 Все эти... Это как я записывал. Ну, погодите, на этом... Так. Опа-на. Все сработало. Так, дайте этот... Я чат открою по большим этим, а то я что-то не вижу. Вы же не лягушка из сказки, которая летала и летела и орала, что это она. Да, конечно. Нет. Тут мы не говорим о том, что я вот хочу летать и орать, что это я. Я и говорю то, что... Ну, зачем закрывать это название канала? Ну, зачем это делать? Я вот это не понимаю. Я не расстраиваюсь, просто... Я только что это заметил. Батима, да, я помню. Ну, видите, я, во-первых, испугался, во-вторых... Да, я просто испугался. Во-вторых... Второй причины, наверное, я так понял, нету просто. Я не зависаю, блин? Да, зависает. Почему зависает? Что-то с интернетом, может. Жили в кафе. Ну, это мягко говоря еще. Можно было, оказывается, гостиницу, в принципе, не бронировать, потому что мы там почти все время проводили. Большое вам спасибо. Ваши переводы, реакции дают новые эмоции, переживания. Это самое важное в вашей работе. Спасибо, Алиса. Кроме меня на концерте был еще кто-нибудь из Грузии? Ну так, навскидку не скажу, но, по-моему, из Грузии много людей было. Алан, извини, пожалуйста, а ты сам откуда? Хотя же вы же видите чат. Я из Кыргызстана, город Ош. Жили в кафе и в караоке, да. Во, они на нас заработали, конечно. Ирина, спасибо. Подождите. Меня заставляют обращаться к людям на «ты», хотя я должен на «вы». А ты смотрела, что ли, Ирина, весь стрим? А в последний день все нас бросили, и мы сидели пятером. Пятером? Разве пятером пишется через «е»? Сауля Джумабек. Ну, надеюсь, да. Ну, были, конечно, моменты, которые можно было там получше сделать, подправить, но чтобы это видео стало видео, мне пришлось, я где-то 5 часов сидел и ждал, пока это видео станет видео. Понимаете, о чем я? Потом еще несколько часов загружал все это на YouTube. Поэтому, скажем так, это видео с первого раза. Вот так получилось, вот. Мачловса, все. Батиза, спасибо. Павел пишет, вы актер. Хотелось бы быть актером, конечно. А вот интересно, кто-нибудь присутствовал на концерте из иностранных реакционеров? Ну, я помню одну женщину, которая бывает на его многих концертах. Она вот иногда выкладывает видео с его концерта. Я вот такую вот женщину помню. И реакционеров я не видел вообще. Но было бы интересно, конечно, увидеть. Жаль, вот Фейбла не было. Алла, следующий концерт в Минске, вы спрашиваете. Может, мне чат для вас побольше сделать, чтобы вы могли читать? Димаш в Инстаграме сказал, что
он уже уточнил как бы дату концерта и скоро сообщит нам. И ну, скоро сообщит. Я так понял, никаких этих нету публикаций. Сейчас, давайте еще раз посмотрю. Да. Ну, у меня, кстати, уже 12 ночи. Вот, 00:02. Нет, новостей пока нету. Из новостей знаете, что есть? Из новостей знаете, что есть? Я вот сейчас вам покажу. Где захват экрана? Вот это надо убрать. Песни Димаша... Меня, кстати, к сожалению, не видно. Песни Димаша, ну, проигрывают, ставят в Антарктике. Вот оно как. Поняли, да? То есть, ну, буквально можно сказать, что его слышали практически во всех уголках мира. Да. Отличный у тебя банда, Алан. Да? Кстати, вот. Слышали? Вы, оказывается, отличные. Алан, очень рада видеть тебя. Я тоже была на концерте, но, к сожалению, тебя не встретила. Я тоже из Кыргызстана, из города Талас. Желаю удачи и процветания твоему каналу. Ценим, любим тебя. Спасибо. Эркегуль. Эркегуль, я удивился, но... подождите, из Таласа вы сказали, да? В начале стрима была женщина из Токмока. Из Бишкека, кстати, я встретил одну Диерс из Бишкека. Вот. Спасибо большое за стрим. Снова погрузились в атмосферу праздника и всеобщего обожания. Да, очень точно сказано. Кстати, вы заметили этот? Заметили? Мне нравятся твои реакции, я смотрю только твои. Спасибо. Людмила, круто, да. Ну, мы все крутые, если так. Я не про Андрея говорил, я говорил про одну женщину. Она похожа на филиппинку, мне кажется. Ну, внешность у нее такая. И она вот иногда выкладывает видео с концертов. То есть это не ее первое родео, да? Я вот когда увидел ее, я сразу узнал ее, потому что я писал ей в личку, ну, письмо, типа, мол, можно я буду использовать ваши видео в своем канале, на своем канале? Я такая, да, конечно. Ну, вопрос был таким же, реакционеров. Андрей не реакционер же, он же делает разборы. Ты видел из недавних реакционеров преподавателя по вокалу из Бангкока? Бангкок Voice Teacher. Грамотный дяденька с хорошими реакциями на Димаша. Наверное, видел, не знаю. Кстати, в последнее время я много кому пишу. И мне очень мало кто отвечает. Ну, смотрите. Ну, я сохраню его видео, но что-то мне кажется, что он мне не даст разрешения. Малайзия далеко. Талант, спасибо большое за ваш труд. В чате писали про Андрея, картину заметили. Я свою еще жду, она в дороге. Малайзия. При чем тут Малайзия? Я сказал, что она типа малазийка. Ну, я не уверен, но мне кажется просто. Кстати, Алан в интервью упомянул Асылхана. Да, конечно. Я сказал. Что-то он спросил меня, я даже не помню, что он спросил. Типа, как ты это все начал, типа, как ты к этому пришел. Я сказал, что вот... да. Меня спросили, как я пришел к тому, что я вот перевожу. Я сказал, что вот началась пандемия, все сидели дома. Я в комментариях, что ли, где-то я услышал, что вот людям нужны переводы. Потом я начал смотреть на YouTube, типа, переводы Димаша, и из всех, ну, выходил только
Асылхан со своими переводами. Я тогда сказал, ну, значит, я тоже буду переводить, и сказал про Асылхана. А потом, помните, когда я только начинал делать реакции и переводы, была женщина одна, не знаю, она в Германии, наверное, живет, может быть, не знаю. Ну, русская женщина, она всегда, вот как я с вами сейчас говорю, она вот в таком формате переводила видео Димаша. Вот что-то мы про нее совсем забыли. Светлана Каплан. Привет всем дорогим. Я с вами смотрела, но не писала. Теперь освободился, пишу, Айлон. Я очень тебя люблю. Спасибо. Ты делаешь очень нужное дело. Так рада, что я с тобой уже 2 года. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Я удивлен, сколько много людей, оказывается, со мной с первых дней. Прошло уже почти 3 года. Что за информация про Малайзию? Я вообще не понимаю. Алан, а как отблагодарили Фейбла лучшего рекомендательного творчества Маша? Ну, помнится, мне говорили, что вот нужно открыть группу, где мы соберем деньги на подарок Филу. Группа открыта, а дальше что, я не знаю. Ну, я человек такой, знаете, хаосный. И я не умею организовывать такие вещи, тем более, когда дело касается денег. Павел Шишкин из Башкирии. Алан, вы суперпереводчик, и всегда вас жду, мне 59 лет. Спасибо. Абишева... Погодите. Так, концерт... Никто не... Смотрите. Кто-то в чате спросил... Давайте заново. Кто-то в чате спросил, а кто-нибудь на концерте был из реакционеров, иностранцев? Потом я ответил вам. Я никого не видел, но была одна женщина, которая похожа на малазийку, которая на своем YouTube иногда выкладывает не реакции, а видео с концертов, я сказал. И потом что-то откуда вы взяли концерт в Малайзии, я вот это не знаю. Я предположил, что она из Малайзии. Это было предположение. Так. Ждем. Так, подождите, Анжела. Стоп. Я забыла включить подарок в этой суматохе. Блин, вам придется вернуться в Казахстан, в Астану я тут. Ну, в Астану? В столицу, что ли? Как минимум еще 1 год меня уже никуда не отпустят, потому что там надо дома ремонт делать, тудым-сюдым. Зима близко, отсылка к «Игре престолов». Зима близко, поэтому, да, надо поднакопить чуть-чуть. Концерт в Малайзии, ну, и у меня зарядка уходит. Я вам что скажу? Почти 2 час, блин, надо микрофон как-то подать. Почти 2 час, и я устал очень, потому что я мало спал. И через минут 10-15 мы будем потихоньку заканчивать. Людей, наверное, уже тоже убавилось. Да. Странно. Среднее время просмотра 5,5-6 минут. Сейчас меня смотрит 346 человек. Да, это много. Так, я не успеваю читать столько сообщений. Так, носки Филу, это круто. Да, носки. Как будто бы это 23 февраля. Батя пишет: Рахмет, брат, за твои переводы Павлодар, Казахстан. Не за что. Мне кажется, скриптонит тоже из Павлодара, да? Алан, твои переводы самые лучшие. Аланчик, ты молодчина. Спасибо, Алла. Ух ты, Роман. Но у тебя и была информация в интернете. Кто собирается на концерт в Минск? Не от меня. В интернете. То есть это совпадение, что я сказал Малайзия, и вдруг кто-то говорит, что будет концерт в Малайзии. Кто собирается на концерт? Кто собирается на концерт в Минске? А это подтверждено, разве нет? Он сказал, что
подтвердить же. Надо больше есть, чтобы меньше спать? Как ни крути, по-моему, нужно хотя бы минимум 7 часов в день спать, нет? А я же тебе сказал, я почти, 1,5 суток я спал 2-3 часа. Алла Ниязылхан нравится всем делать, да? Да. Завершать будем по казахски. В смысле, а как у вас там завершают вечеринки, скажем так? 19 ноября в Куала-Лумпур зал на 11 тысяч. Да, в Кыргызстане, конечно, столько людей не соберется. Батима, 2 учебника по английскому языку, которые написал мой отец. У нас только 21 час. Много людей из России же, поэтому у меня... А вот в Казахстане, в Алмате не знаю, в Астане не знаю, в Алмате тоже 0012. 352 нас, да. А вам тоже показывают, да? Светлана, 8-9 часов. В принципе, я так и сплю. Последние недели я так и спал. Это единственный плюс того, когда человек болеет, это то, что он спит, когда он болеет. Может спать сколько угодно. Джоки. Спокойной ночи всем, было очень приятно и интересно. Спокойной ночи. Раз мы тут еще сидим, давайте я вам кое-что покажу. Тан-тан-таран-тан-тан-тан. Сейчас. Все, я утром уже не встану, уже 2:30. Доброй ночи вам. Так, я же вам сказал. Я же вам сказал, что у меня было очень много этих. Нас зачем-то заставили выключить свет. Было, видите, максимально темно. Вот, смотрите. Эки. Еки. Вот, смотрите. Керемет концерт басталады, сондықтан да дубал шапалақтарыңызды, қолдауларыңызды Димашқа көрсетіп қойыңыздаршы тағы да. Громче, друзья. Мейірім астасын жанатын рас шығар. Алан, казахсың ба, кыргызсың ба? Я не казах, не кыргыз, я узбек, но живу в Кыргызстане. Спокойной ночи, Василий. Спасибо, Анжела, и вам доброй ночи. Он жалунь спел, да, а потом пошел переодеваться. Вспомнил. То есть я, видите, да, много очень урезал. Кстати, наверное, сейчас люди жалеют, которые ушли. Было 400 с чем-то людей, ушло 100 человек. А я тут показываю вещи, которые нету, вещи, которых нету на... Я даже уже слова забываю, блоги. А мне припев нравится, кстати говоря. Подождите, это не песня жалобная.
Зидар, спасибо. Спасибо. Или это песня «Жалон» все же? Я не хочу, чтобы этот стрим заблокировали, поэтому... А, да, она пела, переодевалась. Так. О. Ава Мария так начинается. А. Песня знаю. Знаю, кстати, сильно блокирует. Паулина, пока. Альбина, всем спокойной ночи. Аланчик, жду твоих переводов с тобой с самого начала твоей работы. Спасибо тебе большое за твой труд, что мы себя делали. Ну, без меня вы бы, наверное, слушали Асылхана. Только Асылхана. А, это Жалын, да? То есть я не этот... То есть я еще в своем уме, да? Этот чувак смотрел на мою камеру, да? Я не замечал. Вот этот. О, вы это видели? Вы это видели? А, лебеди я вообще не поставил, хотя... Вот высокие. Кстати, блин, вот это я, кажется, блин, зря я не поставил. Видите то, что летает в воздухе? Я не знаю, как это называется, но они этот... Везде этот... Выстреливали, скажем так. А, вот. Впервые где-то, когда это случилось. Стрим я не знаю, когда будет. Я вам всегда обещаю стрим, и в итоге через год этот стрим делаю, поэтому я не знаю. Вот. Вот этих кадров не было в блоге. Просто опасно ставить эту песню, хотя и сейчас надо остановить. Я вернусь к этому. Вот, нормально, да, работает? Да. Татьяна Маевская. Спокойной ночи. Из песни Крутого, если «Знай» считается песней... Хотя нет, песня «Знай» — это же песня Крутого, да? Песня «Знай» была? Ну как «Знай»? Не текст, а вокализы «Аскольта ля воче». Аскольта ля воче или как? До встречи, Алла. Спасибо. Они сыпались вокруг, да. Ну, ребята, я что-то сказал вам, что как бы уже пора закругляться, но вас все равно почему-то много. Я что-то сказал вам, что как бы закругляться, но вас все равно почему-то много. Да. Повезло тем, кто на концерте. Ну, Надежда, смотрите, люди, вот как я говорил в блоге своем, из Парагвая, из Норвегии люди прилетели. Из Штатов вот была вот эта женщина, если помните ее, она ходила всегда в синем костюме таком, с короткой стрижкой, женщина такая. А вот говорят, что вот она на каждом концерте Димаша бывает, из Штатов. Издалека люди прилетали, за океаном люди вот были, они прилетали. Ну, я не думаю, что это везение, это просто, наверное, они, наверное, не знаю.
Сильно хотели, похоже, раз прям оттуда прилетели. Вот Мануэлита, которая из Парагвая, или Уругвая, не Парагвая, она сказала, что 3 дня типа в пути. Ну, сколько это часов она летела, представляете? Сколько она пересадок делала? 2 пересадки она делала. Ну, Аланчик, передай всему Красноярску привет. Стоп. Марина Высоких? Ну, передаю всему Красноярску привет. Хотя нет, точнее, может, передаю привет всем диресам из Красноярска. Так будет лучше. Я даже говорить не могу нормально. Какая была последняя песня? Обычно это бывает песня... Подождите, обычно это бывает песня Screaming, потому что он с этой песней заканчивает, да, концерты. Но на этот раз, дайте-ка посмотрю. Так. Я не знаю, что это за песня, но вот это он пел после уже. Ну, я отключусь сейчас, да, потихоньку. Когда стрим достигнет 2 часов, когда это будет, я не знаю. Уже оказывается. Let It Be песня называется. Тимур песня на английском, а он поет на казахском. Тут Тимур Самойлов спрашивает: привет, меня давно интересует, тебя зовут Алан или это псевдоним? Если псевдоним, то как тебя зовут на самом деле? Алан — это псевдоним, да. Я 22-й год, да, сейчас. Я 10 лет назад придумал себе, решил, что типа в интернете меня будут звать Алан. Ну и у отца было очень много друзей иностранцев, и для них произнести слово «сухроб» — это вот, я не знаю, выучить ядерную физику. Поэтому я говорил им всегда: просто зовите меня Алан. И с тех пор вот что-то прилепилось это имя. А на самом деле зовут меня Сухроб. Вот Алена пишет: Сухроб, Алана так зовут. Сам концепт, типа Сухроб, Алана так зовут. Интересно, да? То есть 2 имени, да. Так, а что это за песня? Ты болен? Я болен? Нет, я не болен. Алан, ты крутой, спасибо. Сергей, без проблем. Передай привет Павлодар, пожалуйста. Ну, стран очень много. Я бы мог просто всем передать привет. Передаю привет Павлодару. Или нет? Передаю привет к городу Павлодар. Кстати, если вот вам интересно, иногда я вот эти вещи перезаписываю много-много раз. Начало блога, где вот 4 минуты я говорю, я это писал полчаса. Да. Виктория. Алан, спасибо большое за все. Было приятно и интересно смотреть. Спокойной ночи. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое. Желаю вам тоже здоровья и вашим близким. Люди. Благодать Божия. Какое слово? Так, что это за песня? Я не понял. Что это за песня? Я не понял. Что означает твое имя с узбекского? С узбекского не знаю. Сухроб — это таджикское имя, означает богатырь. Или рубин. Красный который. Либо изумруд, зеленый который. Не знаю, по-моему, красный. Так, мне кто-нибудь наконец ответит, так?
называется эта песня. Татьяна Савченко. Спасибо. Ты очень воспитанный, образованный парень. Красноярск. Плюс подписка на тебя. Спасибо. Так. Песня... То есть название песни на английском, а сама песня на казахском, да? О, я помню Диеса в Якутии, кстати говоря. Я постоянно их путал. Передаю привет Якутии тоже. По-моему, там холодно. Название звучит холодным. Я помню нашу первую переписку в WhatsApp. Столько общались, а ты оказался... Да. Я был удивлен, знаете, чему? Обычно... Хотя нет, ладно. Она на англо-казахском. Анжела, вы, оказывается, мало пишете, да? Вот я... 2 часа сижу тут? От вас я увидел только 2 сообщения. Кстати, Анжела, вы увидели, да, то, что, как это, shout-out говорится на английском? Так. Буду говорить в Санбайке и людей, которые поддерживали меня и поддержали меня. В частности, это Абылхан Байке, и я про него буду говорить в самом видео. Абылхан Байке, который предаст 3 дня. И вы удивитесь, но когда я день и она меня начала благодарить. Он даже и мне очень многие люди концерт. И я также хочу сказать спасибо Диасу, который тоже, кстати, появится один тыкать в телефон на концерте. И огромнейшее спасибо Анжеле. Анжела — это тот человек, который связал меня с Абылхан Байке. Анжела — это тот человек, который помог мне купить билеты. Анжела — это человек, который пригласил меня на припати. И Анжела — человек, который купила мне помогла купить билеты на фан-встречу. Анжела показала мне путь, как все сделать, и она мне намного сильно облегчила жизнь. Я пойду спать скоро, да. Вообще, кроме тебя, есть Диерс? Я помню, в прошлом году около банка, когда я стоял, одна женщина узнала меня, вы Алан, да, переводчик? Я такой, да. Похоже, она тоже есть Диерс. А так я не знаю Диерсов вообще прям. Вообще не знаю никого. Надежда, спокойной ночи. Благодарю за стрим, было здорово. Марюся, спасибо большое. В следующий раз присоединяйтесь к чату. Тут очень много чего интересного происходит. Кто-то кому-то становится родственником, кто-то кого-то начинает звать сенсеем или мамой. Такие дела. А где нам, Сиры, спасибо за компанию? Разве за компанию спасибо говорят? Вот дело с Альфе такое, что она пишет так, что в итоге оказывается, что я всегда кому-то что-то должен. И мне это ощущение не нравится. Я считаю, что я должен только своим родителям. Как написать мне в личку, есть предложение по туру в Сибири. Я не являюсь турагентом, поэтому я не знаю, зачем мне об этом писать. Людмила, Альфия давно попала. Я с ней напрямую вообще не общаюсь, если что. А мне всегда все кажется. Ты мне сама говорила про манипуляции, да. На стриме, конечно, об этом не будем говорить, да? В Токмаке есть, по крайней мере, 2 точно знаю, сама их подсадила. Если вы сами подсаживаете людей на это, то это считается... Хотя нет, это нормально. Стелла, спасибо за воспоминания, прекрасно, спасибо. Тебя хотят пригласить в тур? Куда? Куда это было? Передай привет. Давайте так. Я передал привет Павлодару, да? Городу Павлодар. А потом передаю привет Западному Казахстану. И вообще передаю привет всему Казахстану. Потому что
Я побывал в Алмате, и это даже не столица, хотя бывшим когда-то была столицей. Мне город очень понравился, хотя он безумно большой, прям, чтобы куда-то доехать, надо вот сидеть и ехать просто, вот ехать. А у нас вообще что? У нас в городе уж там полчаса походил, ты уже в другой части города. Еще час походил, ты уже в другой части города. Город маленький. Мы с Аланом фанаты Дирсов. Это как концерт будет минский. Мавлюда, до свидания. А со мной как связаться? Так вот я закрепил свой номер. Максут Джуроев, вы из города Ош? Потому что я тоже из города Ош. Что он Мендели? Так, если я начну говорить приветы всем, то это никогда не закончится. 281 человек смотрят, как я говорю о том, о сём. Я думал, люди посмотрят этот блог и уйдут. Ну, ушли, конечно, 100 человек. С чатом, оказывается, интереснее. Даже я так прикольно сел, как будто я прям на чат смотрю. Хотя чат вообще в другом месте. Так вот, я прикрепил, там прикрепленное сообщение стоит. Как это показать вам? Я не знаю, как это вам показать. Вообще никак не показать. Ну, прикреплен он стоит, мой номер. Какие у тебя планы? Какие у меня планы? Немного кашель в горле осталось, это надо вылечить. Потом надо пережить зиму. Я вообще этот холод не люблю, не толерантен к холоду. А потом мне надо жениться. И все, наверное, в принципе. Ну как нет номера? Вверху, в самом верху чата, желтым Алан А написано, и там мой номер стоит. Ну как? Вот еще раз напишу. Аланчик, ты людям интересен. Ну, не знаю. У нас уже 3:33, да. Вы на 3 часа вперед, чем мы. Ната, вы что-то поздновато сегодня. Вы не думаете, что вы сегодня поздновато? Обычно вы первее всех приходите. Не надо жениться. Не надо. Так, у всех висит, но просто не знаю. Был диалог? Нет, я просто сказал, типа, салам алейкум, типа, можно сфотографироваться? Он говорит, да, давайте. Я такой, ну, красавчик, тудым-сюдым. Ну, типа, я не сказал красавчик, я сказал, типа, ну, да, круто, давай. Сфотографировались, и все, разошлись. Невеста, это секрет. А Ната с самого начала? Так я первый раз вижу сообщение Наты. Так я от вас только первый раз вижу сообщение. То есть первое ваше сообщение только вижу. Хотя я чат вроде весь читаю. Клавиатура стоит, не видно. Ребята, кто вот будет писать мне, пожалуйста. В последнее время много мне кто пишет. Просто так. Пожалуйста, не пишите мне просто так. Я такой человек, что вот есть у меня уведомление. Если я не открою это уведомление, я просто с ума схожу. Я должен открыть это уведомление. И когда я открываю эти уведомления, мне обычно пишут там какие-то поздравления отправляют. Ну, типа, с каким-то там днем поздравляю. Или там что-то видео про Димаш отправляют. Пожалуйста, не делайте так, не пишите мне просто так. Если по делу, конечно, а просто так, пожалуйста, не пишите, потому что я использую WhatsApp и Telegram для работы, и наши чаты, то есть чаты с дирсами и чаты по работе, они очень часто перемешиваются, и эти уведомления меня сильно отвлекают. Поэтому, если вы пишете по делу, то да, без проблем я отвечу. Я всем отвечаю, но просто грубо было бы не ответить. Но вот просто так, пожалуйста, не пишите. Ну, типа, я понимаю, что вы хотите пообщаться, но
людей, которые хотят пообщаться, очень много, и я не могу просто, я физически не могу. Да, и групп очень много, в которых я состою. Да, вот такие дела. О, на экране тоже видно номер. Так, вот, да, стоит вот вверху, там, вверху чата стоит. Номер стоит. Плюс 996 559 09 35 70. Когда будет концерт Димаша в Испании и Европе, спрашивают. Я не знаю. Оказывается, да, личную жизнь, оказывается, лучше держать в секрете. И если, как бы вам сильно не казалось, что вот человек близкий, все равно не надо говорить такие вещи. Папин учебник на то есть вы, получается, будете изучать английский с нуля с помощью русского языка. То есть он на русском. До моего стрима? Ну, где-то, наверное, там, либо в сторис, либо... на ютубе вы видели, я помню, на ютубе я выкладывал. Завтра, в субботу все отдыхают. Может, устроим онлайн-караоке рядом едой. Запасемся. Да, было бы хорошо. Только вот петь я вообще не умею. И я не спал почти 2 суток, поэтому... А почему же тогда мою не видишь? Я уже 3-4 сообщения выслала. Вы выслали 3-4 сообщения о чем? Я не знаю, вот я запоминаю людей по их аватаркам, вот у вас Г написано, и вот Г я только первый раз вижу. Гульжихан, видите, вот ваше имя даже первый раз прочитал. Вы раньше что-то уже писали? Так, давайте я посмотрю. Здесь стоит ваш номер, да нет, показывать я вот увидел. И больше от вас сообщений вроде нет. Мой номер не существует, говорят? Смотрите, точно так же наберите и сохраните, и напишите на WhatsApp. А там 500 996 559 09 35 70. Это правильно все? Может, в Турции будет, я не знаю. Вот говорят, вот. Где? В Малайзии сказали, да? В ноябре будет. И это возможно, это слухи. То есть это невозможно, это слухи. Ты петь не умеешь? Да, не умею. Не умею. В Минске вот, типа, будет говорили, типа, это точно, да? Ну, скоро подтвердят. Вы подождите, недельку там подождите, и скоро выйдет новость. Спасибо за стрим. Ну, я думал, вы в первый раз написали НАТО. Вроде как со всеми. Ну, я очень рад, что я хотя бы какую-то там частичку того, что было там, смог передать через видео. В этом и был весь смысл. Караганда. Это обратная сторона слова. Караганда Майкудук приветствует. Виктор Чин, здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вы поздновато, или вы просто в чате не писали? Сколько стоит книги отца? Это надо в доллары перевести. Или вам в какой валюте сказать? Давайте вот, если вы будете по поводу учебников писать, напишите мне, и я вам напишу в долларах. Да, в долларах. Про подарок. В Телеграме? Ну так, вы сказали бы Телеграм, зачем тогда этот? Погодите, где чат? Вот так напишите в Телеграме. В Телеграме, где поиск пользователей, вот это напишите, и я выйду сам. Там. Значит, номер существует, автоответчик. Вы мне звоните, что ли? Номер существует, так... Во-первых, почему вы звоните мне во время стрима, во-первых. А во-вторых, на что вы думаете сейчас это все снимается? Это же мой телефон. Я специально вырубаю телефон, чтобы мне во время стрима не позвонили. Зачем мне звонить во время стрима?
19 ноября будет в Малайзии, я так понял, да? 19-11 или 19-12? 19-12. Гульджихан, спасибо. Алло, у тебя есть видео «Ион» от Васи? Второй раз спрашиваю. Что такое «Ион»? История одного неба? От Васи. В смысле от Васи? Нету, наверное. Вот, это надо, да, вот? Ладно, ладно, я спокоен. В Беларуси поедешь на концерт? Нет. К сожалению, нет. Но я тоже с таким интересом сижу. Еще неизвестно, где будет концерт Димаша, но он скоро сам сообщит. Разве не так? Именно так. Он сказал, что сообщит скоро, где будет концерт его следующий. Вот, наконец-то я, наверное, добрался до всех сообщений. Наконец-то. Так, что там у нас? У нас ничего. Лилия, здравствуйте. Мы уже тут 2 часа, и мы уже закругляемся потихоньку. Я просто жду, когда людей станет мало, чтобы я мог с чистой совестью закончить этот эфир. Просто людей очень много, и как бы... Это все равно, что когда вот приходят к тебе домой, здравствуйте, и ты такой хлоп дверью, прям перед лицом. 244 нас. О, нас становится меньше. А когда будет так, что вот я сделаю стрим, и меня будет смотреть 1000 человек? А чат, наверное, читать вообще не смогу. Про концерт. Сабр переводится как терпение. Терпение. Тимиртау, Караганда. Я так понял, какой-то район или город в Караганде. Салем, Алан, люблю всех, кто любит Димаш. Димаш, душа моей души. Мне 58 лет и смотрю с самого начала тебя. Цвети здоровьем. Апайка Салматы. Спасибо большое, Жанна. Про концерт в Малайзии мы узнали позавчера. Откуда вы узнаете такие Откуда вы берете такую информацию, мне вот интересно. Вам кто-то сливает инфу, что ли, или как? Или в сторисах у него ничего такого не было? Здорово сидим, как большая родня. Татьяна, да. И в Казахстане примерно то же самое было. Мы просто вышли с концерта, перекинулись пару словечками. Мне кажется, я сказал это неправильно. Познакомились просто так, из ниоткуда. Пешком шли, и вместе сели, посидели. Так, из ниоткуда познакомились, да. Примерно то же самое тут, но через интернет. Похоже, ты еще час такими. Нет, у меня вот глаза щипеть начинают. Сливают им. Юлия Селиванова, вот она уходит. Пока-пока. Мне никуда завтра не надо, я в отпуске буду сидеть до последнего, Татьяна. Спокойной ночи. Тут повторю. Ой. Да, щипеть. Знаете что? Я попрошу всех 252 людей просто взять и закрыть YouTube. Когда тут станет 0, я закрою все. Просмотры 7266. Максимум сегодня меня смотрело 467 человек. Это уже половина тысячи. Марина, спокойной ночи. Ну все, ребята, наверное, вот. Кстати, я попросил людей, они начали отписывать, они начали закрывать, смотрите. Спасибо. Когда вы посмотрите эту часть завтра, после того, как вы закрыли YouTube, я вас благодарю. 20 человек уже вот резко ушло.
Ребята, на этом, наверное, я заканчиваю всю эту движуху. Я, наверное, сегодня на сегодня заканчиваю всю движуху. Следующий стрим, наверное, будет, когда я не знаю. Вы же знаете, это зависит от настроения отчасти тоже, да. Ну и надо сидеть 2,5 часа, 2 часа перед компьютером. Плюс еще нужен повод, чтобы посидеть в прямом эфире. Мы же не будем просто так 2 часа общаться. У меня мозги закипят. Если вот будет повод, как вот концерт или там блог, можно прямой эфир сделать. Почему бы нет? Благодарю всех, кто был со мной в этом прямом эфире. Все, кто писал в чат. Всем огромное спасибо. Кстати, сейчас я выложу видео. Пожалуйста, пойдите, что-нибудь напишите, какой-нибудь комментарий, просто лайкните. Было бы хорошо. Всем большое спасибо за просмотр. Шучу, нет. Этого я говорить не буду в прямом эфире. Всем доброй ночи. Всем пока.